Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку крючком интересным простым узором. Я вязала повязку из тонкого хлопка, крючок брала 1,25 мм, а вам покажу на примере пряжи чуть потолще. Вот эта пряжа. Здесь половина хлопка, половина акрил, полиакрил. Крючок брала 3 мм. Набрала цепочку 26 воздушных петель. Узор располагается на 24 петлях. В первом ряду вяжу столбики с накидом. Первый столбик делаю в 4-ю петлю от крючка. И далее в каждую петлю цепочки вяжем столбик с накидом. Всего у нас должно получиться 24 столбика. Подготовительный ряд провязали, теперь первый ряд узора. 3 воздушные петли подъема, накид на крючок. Теперь провязываю одну петлю, пропускаю, в следующую вяжу столбик с накидом. И в следующую петлю основания также провяжу столбик с накидом. Их мы будем провязывать неизменно. Теперь отсчитываю 2 петли, в 3-ю делаю столбик с накидом и еще столбик с накидом в это же основание. 2 воздушные петли, накид на крючок и в это же основание еще 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом и в это же основание второй столбик с накидом. Провязали. 3 воздушные петли, накид на крючок, отсчитываю 6 петель на основании, 2, 3, 4, 5, 6, в 7-ю провяжу столбик с накидом, провязали. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид на крючок и в это же основание провяжу столбик с накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид на крючок, отсчитываю 6 петель, 3, 4, 5, 6 и в 7-ю провяжу столбик с накидом. Первый столбик с накидом и в это же основание второй столбик с накидом. Провязали. 2 воздушные петли, провязали, накид на крючок и в это же основание еще 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом и второй столбик с накидом. Провязали. Теперь накид на крючок, отсчитываем на основании 2 петли, в 3-ю провязываем столбик с накидом и провязываем еще 2 оставшихся столбика с накидом. В начале и в конце ряда мы будем вот эти столбики с накидом и вот эти галочки провязывать неизменно. Первый ряд провязали. Переходим ко второму ряду. 3 воздушные петли подъема. Провяжем по рисунку еще 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Накид на крючок и по рисунку провяжем элемент. Из группы столбиков первый столбик с накидом в арку, второй столбик с накидом в арку, 2 воздушные петли, провязали, накид на крючок и в это же основание еще 2 столбика с накидом, первый столбик с накидом и второй столбик с накидом. Теперь сам узор. 2 воздушные петли,
Накид на крючок и в арку провяжем 6 столбиков с накидом. Первый столбик, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом, четвертый столбик с накидом, пятый столбик с накидом и шестой столбик с накидом. Провязали 2 воздушные петли, и далее вяжем по рисунку неизменно. В арку провяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, в это же основание 2 столбика с накидом, 1, 2, и по рисунку оставшиеся 3 столбика с накидом. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом. Вот у нас готов второй ряд узора. Переходим к третьему ряду. Делаем 3 воздушные петли подъема. По рисунку провяжем еще 2 столбика с накидом в столбике с накидом предыдущего ряда. По рисунку провяжем элемент из группы столбиков. В арку провяжу столбик с накидом. В это же основание еще столбик с накидом. 2 воздушные петли. В это же основание 2 столбика с накидом. И далее столбики с накидом предыдущего ряда будем разделять воздушной петлей. Столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Воздушная петля. Столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Воздушная петля. Столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Воздушная петля. Столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Воздушная петля. Столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Воздушная петля. И последний столбик с накидом предыдущего ряда. Провязали. В арку 2 столбика с накидом. Две воздушные петли. В это же основание 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом и второй столбик с накидом. Далее по рисунку 3 столбика с накидом в столбике с накидом предыдущего ряда. Вот такой рисунок у нас получается. И последний ряд раппорта узора. 3 воздушные петли подъема. По рисунку еще 2 столбика с накидом в столбике с накидом предыдущего ряда. Накид на крючок и в арку провязываем 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом,
2 воздушные петли. И в это же основание 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом и второй столбик с накидом. Провязали. Теперь накид на крючок, в арку провяжем столбик с накидом, 2 воздушные петли. Теперь возвращаюсь в основание, ввожу крючок и провяжу соединительный столбик, сделаю элемент пико. Накид на крючок, в это же основание провяжу столбик с накидом. Такой элемент будем провязывать в каждую арку. В следующую арку провяжу столбик с накидом, 2 воздушные петли, возвращаюсь в основание и провязываю пико с помощью соединительного столбика. Провязали, и в это же основание столбик с накидом. Так поступаем с каждой аркой. В каждую арку провязываем сначала столбик с накидом, 2 воздушные петли, возвращаемся в основание, вводим крючок и с помощью соединительного столбика провязываем элемент пико. Накид на крючок и в это же основание столбик с накидом. Так будем вязать до конца элемента. Возвращаемся в основание, вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Накид на крючок и в это же основание провяжу столбик с накидом. Провязали. Вот уже какой у нас рисуночек получается. Это последний ряд раппорта узора. Далее в арку 2 столбика с накидом. По рисунку 2 воздушные петли и в это же основание 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом. И остается по рисунку последние 3 столбика с накидом, столбики с накидом предыдущего ряда. Это был последний ряд раппорта узора в высоту. Далее узор повторяем с первого ряда. Три воздушные петли подъема. И покажу еще, как начинать первый ряд. То есть далее повторяем с первого ряда. По рисунку вяжем столбики с накидом, в столбики с накидом предыдущего ряда. В арку провяжем 2 столбика с накидом, первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, 2 воздушные петли, в это же основание 2 столбика с накидом. Далее, как в первом ряду, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид на крючок, пропускаем 2 пико в третье пико, то есть среднее. Вводим крючок и провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли. И в это же основание столбик с накидом. Провязали 3 воздушные петли, 2, 3,
И далее по рисунку накид на крючок, в арку провяжем 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом в это же основание, 2 воздушные петли, накид на крючок и в это же основание 2 столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик с накидом. Провязали. Вот у нас почти готов первый ряд. То есть повторяем с первого ряда узор. И осталось по рисунку провязать 3 столбика с накидом в столбике с накидом предыдущего ряда. Вяжем узор на нужную нам длину. Напомню, здесь я использовала крючок 3 миллиметра, а повязку я вязала из тонкого хлопка и крючок брала 1,25 миллиметров. Я связала на обхват головы, полосу равную обхвату головы. Далее просто соединю столбиками без накида. Брала крючок 1,25 миллиметров. Закончила полосу также столбиками с накидом. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Оставляйте комментарии, поставьте лайк, если видео вам понравилось. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!